Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Золотарев, прямой эфир. Пятница сегодня, 3 число июля. Жара, как говорится, нарастает. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, шаббат шалом православные. Это да. Поговорим сегодня и о шаббате, и о шаломе. Собственно, сейчас новости приходят из Германии. Обыски провели, конфисковали автомобиль у этой женщины, которая переодевалась в мужчину и подкладывала взрывчатку, покушаясь на Ермолаеву, его спутницу. В Монако этот взрыв прогремел. Сейчас вот уже там Интерпол ищет пожарные, ищет милиция. В общем, обо всем об этом поговорим. Об этой, так сказать, еврейском вопросе украинских беглых олигархов, да, сколько здесь политики, сколько здесь криминала, а сколько здесь романтики с большой дороги. Конечно, друзья, наш эфир — это возможность пообщаться, задать свой вопрос, сделайте это. Клуб зрителей Шелеста, как всегда, спасибо, что присоединяйтесь в эту камерную атмосферу, и там возможность задать вопрос. Абсолютно открыто в сообществе YouTube. Милости прошу ваши вопросы под анонсом нашей встречи. Ну и, конечно, чат-трансляция. Об этом, конечно, в самом финале. Поэтому сначала вопросы не пишите, улетучатся. Ну а вот по поводу конкретно опроса для вас, то в чате он такой. Как вы считаете, нужна ли пауза в войне ради выборов? Об этом сегодня пишут, там рассуждают, мол, смотрите. Причем интересно так параллельно с материалами Ukrainian Context, да, есть еще статья в Нью-Йорк Таймс, там с каким-то чиновником поговорили журналисты про Кушнера и Уиткофа. Они, оказываются, на телефоне постоянно, но готовы приехать и в Украину, и в Россию, только чтобы что-то сдвинулось. Может, это такая затравочка, давайте паузу возьмем на выборы, в России спокойно проведут выборы, Украина тоже спокойно проведет выборы, ну а там, глядишь, раз, и все разрешится, и воевать уже не придется, если власть поменяется. В общем, варианты ответов. Да, Зеленского надо менять. Нет, это выборы без выбора. Вот если дать возможность провести выборы власти и обеспечить, чтобы эта власть обеспечила тишину, ну, понятно, что все голосуют за власть, поэтому какие тут выборы могут быть? Третий вариант. Россия на это не пойдет. Кинут. Имеется в виду, что как-нибудь там проведут эти выборы, а потом вообще не будут проводить. В общем, хитрый такой ход от Зеленского, поэтому это все так разговоры досужие для того, чтобы выиграть время и, собственно, прогнуть на перемирие хоть какое. Ну, вот такой предлог. И четвертый вариант. Любая пауза — это уже хорошо, это меньше смертей, тем более, что волны атак не только массированных там по Киеву, сейчас там просто разворотило там французский бульвар, центр, прилетает во дворы, циркон прилетел во дворы и просто там, ну, убивает людей. 30 человек погибло после попадания в многоэтажку. То есть заправки, да, заправки вообще по всем областям. Любая пауза — это означает, что не будут гибнуть люди, поэтому уже хорошо, поэтому такой четвертый вариант. Как вы относитесь к этой теме? А что сейчас давайте взвинтим эскалацию, а потом скажем: ой, выборы все в домике. Ну, я бы галочку поставил под каждым из этих пунктов, но все-таки мне ближе по душе все-таки последний, четвертый. Да, я думаю, он не соберет точно большинства среди нашей аудитории, но в любом случае лучше 10 лет переговоров, чем один день войны, как говорил в свое время Андрей Андреевич Громыко. Поэтому любая остановка войны — это сохраненные человеческие жизни, это меньше разрушений, как бы там ни было. И я не сомневаюсь в том, что то, о чем говорил Зеленский, то, что полетит, ну, скорее всего, опять по очередному НПЗ, по очередному предприятию ВПК, возможно, и вот в ближайшее время, поскольку июль-август для Крыма время горячее, может полететь и по Крымскому мосту, учитывая то, что по сухопутному коридору логистика небезопасна и осложнена. Ну, такое показательное выступление может быть. Это значит, снова и с той, и с другой стороны будут гибнуть люди. Вот, и поэтому, кто бы что ни говорил, но любая остановка войны, приостановка даже, пускай на неделю, на две. Я не верю в то, что это случится ради выборов Госдумы и ради выборов президента Украины, тем более, что изменения в избирательный кодекс, которые сейчас нарабатываются в Верховной Раде, таковы, что, ну, как минимум,
полгода после, помните, были такие диалоги Моне, когда такой картельный сговор парламентских партий. Вот полгода после прекращения военного действия, военного положения, и тогда только на выборы. Ну, определенная логика есть, страна должна выйти из состояния войны со всеми вытекающими судово последствиями, цензурой, ну, практически запретом на свободу собраний и так далее, поскольку выборы в условиях военного положения – это нонсенс. Это имеет такое же отношение к выборам, как ну, Нет, морская ну свинка к подождите, морю. стойте, ну гей-парады можно проводить. Можно Ну, это, антигей-парады проводить. Можно на концерты собираться какого-нибудь там ну, бумбокса. это президентская программа в Европу через попу. Вот что тут? Это же святое. Нет, Показать. смотрите, вообще непонятно, откуда вот эта вся история растет. Я это, ну, ноги откуда растут. Мне интересно, вот какой посыл, вот какой разворот и расклад. Смотрите, одни утверждают, что Зеленскому, ну, у него прям план такой, да, взять как короткую паузу, быстренько себя переизбрать, вопросы по легитимности снимутся, и все, и можно дальше как бы продолжать борьбу, да. Сам Зеленский это опроверг на руинах дома, когда приехал. Разбирали еще не всех, кстати, достали из-под этих завалов, а он уже был там. Но, правда, он камни не помогал носить, он там обнимался со всякими беженками, ну или как-то представителями диаспоры, которые там всю жизнь хотели его обнять. Но, тем не менее, он же тогда четко сказал, он использовал эту площадку разрушенного дома для того, чтобы сказал, что Путин физически его боится с ним встречаться, физически. Ну, типа, наваляю или как понять. Он использовал это ну, для этих угроз, которые вы уже упомянули, и сказал, что некоторые политики думают, что у нас выборы, а выборы не у нас, выборы в России. Это явно намек на Залужного, который сказал, если осенью что-то будет, я пойду. Так будет Залужный на этих выборах или нет? Смотрите, тут интрига, ведь сам Залужный еще ничего не сказал. Но вот ходят такие слухи, что год назад ему задавали аналогичный вопрос и трясли перед носом папочками, и Валерий Залужный божился, что не пойдет на выборы. Но это опять же слухи. Вот. И равно как и это вполне может быть такая циничная, но эффективная технология, когда за человека говорят. Он может быть и не нашим, и не вашим, а вот за него четко, да, пойду. Вот, и отыграть назад уже как-то неудобно получается. Тем более, если мы посмотрим, от кого, кто канализировал эту сенсацию, то понятно, что ну, это ведет тем кругам, которые заинтересованы в том, чтобы снять Владимира Александровича с пробега. Вот задержался уже 7 лет, а если еще и выборы, то ну, на все 12 останемся с лидером 95-го квартала. Поэтому Шутка затягивается, да. да, шутка затягивается. Поэтому я полагаю, что тут рано ставить точки над «и». И ясно другое, потому что участие Залужного в выборах, оно Владимиру Александровичу как серпом по одному месту, поскольку оно все-таки привносит конкурентность в эту избирательную кампанию. Я просто напомню, как в 98 году все говорили, что Кучма уже все, что он политический труп, у него рейтинг ниже, чем у Ветренко, чем у Мороза и у Симоненко. Ну вот, и даже Марчук его сделает. Вот, я прекрасно помню, там ездил тогда по регионам генерал СБУ, такой был Нездоля, ближайший соратник Марчука, и убеждал о том, что все уже решено, все схвачено. Но это традиционный предвыборный жанр, хвастовщина украинской политики, от этого никуда не деться. Но затем, смотрите, сносят Лазаренко, отправляя его в бега с панамским паспортом, а это потенциальный инвестор и спонсор оппозиции. А дальше Каневская четверка. Формулу, что три украинца – это партизанский отряд, командир, комиссар и предатель, еще никто не отменял. И Марчук слился, получил предложение, от которого не смог отказаться. Все, остальное было уже делом техники. Мороза на третье место и выход с Симоненко. Это единственный вариант, где моделирование голосования давало однозначное преимущество Кучме. Вот. Что и случилось. Вот. А за год до выборов говорили, что все, что с таким рейтингом куда ему на второй срок. Примерно, вот, видимо, на это рассчитывали у Зеленского, но Залужный путает карты.
И понятно теперь другое, потому что с ним просто это, а что стоит его? Посол щелчок пальца 5 минут и снять с поста. Но открыть сейчас дела, начать какую-то кампанию минусовки, это однозначно непопулярная власть, расправляется с политическим оппонентом, ну и примерно так это будет восприниматься как в Украине, так и за ее пределами. Неудобно получается. Поэтому попытаются, я думаю, что еще попытаются уговорить, но и, опять же, я не вижу перспективы провести выборы, вот как там ходили слухи в октябре-ноябре. 90 дней, ну, еще там, конечно, до Дня независимости еще 1,5 месяца, но пока предпосылок для этого, понимаете? Я сужу не потому, что говорят, а потому, что делают. Пока в ЦВК, да, обозначились признаки жизни, но говорить о том, что полным ходом идет подготовка, а там, ну, это трудоемкий процесс, даже в плане человека часов, подготовка к избирательной кампании. Пока там еще конь не валялся. Поэтому пока все рассуждения о выборах, они не стоят ногами на твердой почве. Хотя вот такая идея еще во времена Ермака витала о том, что внезапно устроить избирательную кампанию, пока никто не расчехлился, пока никто к ней не готов информационно, финансово, организационно, и это будет, да, карт-бланш. Но это так и осталось, скажем так. Нет, просто такой... так внезапно это именно сейчас. Почему? Потому что 40 дней Зеленского истекают. Ну, не по Зеленскому, а имеется в виду 40 дней, которые он отвел на вот эти удары. Возмездие на возмездие, и, в общем, будем бить дронами, пока Путин не сядет за стол переговоров. Ну, а переговоры о чем? Я не просто так вспомнил Виткофа и Кушнера. Они говорят, мы не приедем ни в Украину, ни в США, пока не будет ничего нового. Выборы – это единственное, ну, я имею в виду вот такое умозрительное, что стороны могут предложить. Ну, там, не знаю, насколько это будет предлагать Россия. В России как бы выборы и выборы, да. То есть, но Украина – это единственное такое поле для хоть какого-то маневра, чтобы приехать и, условно, посланники Трампа обеспечили хоть там на какой-то, не знаю, там, недели 2-3, месячишку, в общем, что не стреляют. Выборы, все на выборы, понимаете? То есть других вариантов как бы разрулить не получится. Плюс это еще хороший шанс. Но вот представьте, что Зеленский уже не с булавой. Ну вот, да, а это уже новый импульс для новых договоренностей. Поэтому как бы и американская сторона, и российская вроде как должна быть заинтересована, нет? Я думаю, что, учитывая предыдущий опыт, сколько там уже там, насчитали, 15 раз Путина обманывали, так, ну, по российским источникам. Но я думаю, что на этот вариант не пойдут. Ну, тем более, что создать какие-то большие проблемы для проведения выборов в Госдуму, ну, я реальных возможностей не вижу. А фон, ну, знаете, кто там? Единая Россия обеспечит результат. Тем более, что работают руки политтехнологов уже вполне себе так заметны. Вот. И интрига только в том, кто будет на втором месте. Там новые люди или КПРФ, но сорвать проведение выборов, сделать их там, подвесить легитимность под вопрос не получится. Вот с Украиной тут иная ситуация. Допустим, там в последнюю неделю перманентные обстрелы, тревоги могут поставить легитимность этих выборов под вопрос. И, естественно, ну, особенно если у власти худо-бедно есть довольно мощный организационный ресурс, то у потенциальных конкурентов таких возможностей нет. Естественно, я не вижу для Кремля никакого профита идти на вот это соглашение. Ну и Витков и Кушнер, по-моему, четко заявили, что ради фотосессии они уже не пойдут. То есть давайте что-то обсуждать, что-то предметное. Так а какой предметности не хватает? Смотрите, по-моему, сейчас по сообщениям, по сводкам, куда прилетело, все очень и очень понятно. Запорожье выносят. Уже там видео пожаров публикуют таких знатных, понимаете, прилетает кабами по предприятиям, погибают люди, которые на этих предприятиях, заправки выносятся и тоже
Ну, это очень цинично, я все равно как бы против, когда он прилетает в заправку и красиво горит. Ну, красиво, в смысле далеко видно, понимаете? Харьков, Запорожье, Днепр. Да. То есть мы видим Сумы, Чернигов. Трассе, да. И это будет продолжаться, увы, но то есть трудно ожидать, что мы будем создавать проблемы на рынке топлива и не будет прилетать в ответ. Другое дело то, что каких-то серьезных движений в плане того, чтобы диверсифицировать риски, ну, да, обеспечить хотя бы элементарную защиту, но в конце концов те же сетки над заправками натянуть, сделать передвижные АЗС. Ну, пока всего этого нет. Но в Киевской области пока, могу сказать, что все спокойно. Очередей и близко нет. Топливо любое доступно. А вот как раз то, что в тех регионах, где в Кремле видят буферную зону, там, да, там все очень непросто. Заправки, особенно в Харьковской, Сумской области, последовательно выносятся. Запорожье, по сути, превратился во фронтовой город за последние 2 недели. Но это как-то не стыкуется с тем образом перелома, перемой, который продает Владимир Александрович. Но чистой воды постмодерн, постправда. Вот если реальности, ну, реальности нет, ее конструируют. Вот идет такое конструирование реальности. Видимо, в расчете продать нашим партнерам так, за 20 миллиардов долларов, как это писалось в Политико накануне саммита в Ян-Лебен. Ну, Но там, к сожалению, многие это принимают за чистую монету. Вот тот же зам Рубио Левин как-то неужели ЦРУ не дает, ну, скажем так, качественной развединформации, что на самом деле происходит. ну, все же, видите, заняты Ираном. Иран Ну, начал сегодня, ну, в общем, это будет длинно, это будет несколько дней, хоронить Аятоллу. Э, Тоже есть... хоронили Рахмана, порвали 2 баяна, что называется. Ну, Да, там. смотрите, там как бы тоже они и дата там подгадали по 250 лет Америки, все там очень символично и перекликается. Однако, какой же, вот если так докручивать Кушнера и Уиткофа, какой же процесс? Они же заняты Ираном, но сам факт похорон Аятоллы, а это будет многолюдное мероприятие, все будут собираться в разных городах, но это символ достаточно мощный тому, что война закончилась. Да, да, тут я с вами согласен, но делают все, чтобы война закончилась. Там проскользнула такая информация, что американцы якобы предупредили иранскую сторону о том, что Моссад может попытаться сделать ликвидацию Галибафа, ну, Давид против Галибафа, то есть такая хрестоматийная сцена, и Арахчи, вот, министр иностранных дел Ирана. Ну, вот такой шаг навстречу. Ну, вполне допускаю о том, что вот, Израилю отступать некуда. И я думаю, ну, там сегодня витают такие настроения, что даже без Соединенных Штатов мы должны продолжать, мы должны дожать. Это экзистенциальная война. И ни в коем случае не допустить о том, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Да, возможно, в 27 году у Ирана уже не появится ядерная бомба, но судя в каких-то по вот этим скудной информации о том, что происходит в Иране, ну, похоже, с ядерным потенциалом Ирана не покончено. Это означает, что все может в любой момент вернуться на круги своя. Поэтому, прежде всего, да, Иран, и, как мы видим, это более не менее, скажем так, хрупкое состояние ни мира, ни войны, прекращение активных боевых действий, оно уже позитивно сказалось на топливном рынке. Цена за баррель Brent опустилась до $72 за баррель, то есть рынок позитивно отреагировал. Ну, как знать, может быть, тут есть и предметный интерес Трампа, судя по всему, играет только на крипте, как Трамп красиво съехал с темы того, что он заработал за годы своего президентства. Там, только на крипте около миллиарда.
Вот, и тем более обладая такой инсайдерской информацией, которая витает в стенах Белого дома, можно и красиво играть на повышение и на понижение на рынке. Вполне допускаю. Но сейчас важнее то, что Трампу надо фиксировать убытки и выползать из этой авантюры. Ибо ситуация, политическая ситуация Соединенных Штатов не позволяет расслабиться, поскольку демократы ведут примерно по разным регионам 5-7 пунктов опережают республиканцев. Это означает, что демократы получают как большинство в Сенате, так и в Конгрессе. Ну, правда, у самих демократов там тоже не все ладно, там все заметнее и все чаще говорят об успехах демократических социалистов, это демократы-леваки. Вот. Ну, у нас же традиционно демократы воспринимались как неоконы, вот, типа Виктории Нуланд, там, Блинкина. Вот. Но последние выборы, праймерис в Колорадо побеждает эмигрантка из Эритреи, которую выперли из юридической фирмы за то, что она требовала санкций в отношении Израиля, там, Фри Палестины и так далее. Вот. Мэр Сиэтла тоже, ну, я думаю, единомышленник Захрана Мамдани. Ну, такая довольно запутанная и сложная ситуация. Как бы. И чем она обернется для команды Трампа? Понятно, что, судя по всему, вторую половину своего срока Трамп превратится в хромую утку. А значит, по максимуму надо успеть вот, за оставшиеся полгода закрыть, как говорится, то, что незавершенку, ну и, как я говорю, фиксировать убытки. Ну, Смотрите, спасибо. Зеленский до сих пор рассчитывает на этот вариант, этот сценарий, что хромой Да, Трамп на обе ноги, и Конгресс, и пересидеть Сенат. Трампа. Пересидеть Трампа. Но это расчет тех, кто очень плохо знаком с американской политической системой, ведь и у президента достаточно возможностей, чтобы его демократическое большинство не затолкало в повестку Байдена. И явно, то есть, возвращение к политике Байдена не И, предвидится. ну, Трамп, Возможно, конечно, тоже такой, перед нашим эфиром опубликовал видео, говорит, вот, там, смотрите, а может на Супербоул позвать там и Байдена, и Обаму, и вот такой примирительный шаг. Ой, хорошая идея, говорит Мелания. Там разыграли такую сценку, показали в соцсетях, такие все благостные. Ну, а чего у них? Юбилей Америки, у них все хорошо. да. И, возможно, как раз все это, как и многое из того, что говорится сегодня в России и в Соединенных Штатах, надо воспринимать через призму приближающихся выборов. Как раз более лояльный тон по отношению к Зеленскому, некоторые комплименты, что он хорошо справляется. Возможно, это как раз советы политтехнологов республиканцев, ну, ибо отторгающую риторику, ну, она скажем так, не добавит Трампу баллов, а вот занять такую более конструктивно-примирительную позицию, ну, самое оно. Вот поэтому я не думаю, что что-то кардинально изменится. Сенсацией было бы, если бы вдруг случилось такое, чтобы Уитков и Кушнер сначала приехали в Киев. Вот тогда, да, можно было почесать голову и подумать о том, что что-то в Белом доме сломалось или поменялось, перевернулось. Вот это да, но пока этого не предвидится. Ну, смотрите, какая история. Дух Анкориджа же выветрился уже окончательно, судя по этой Я эскалации, бы, которую мы наблюдаем сейчас на фронте и в тылах. я бы не спешил с выводами насчет испарения духа Анколеджа. Да, его так немножко, как говорится, лондонский сквозняк подвынес, но не до конца. Вот, неделя-две, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока вот упреки, да, со стороны Кремля о том, что не выполняется в ответ. Наверное, многие это восприняли, что дух Анкориджа все, когда Рубио сказал, что нет никаких договоренностей, но я бы не спешил с выводами. И вот что-то мне подсказывает, что будут еще попытки. Не уверен, что успешные, но, кажется, вот в этих рамках.
На фронте горячо достаточно. Идет продвижение к Славянску, об этом пишут военные паблики, разные причем, да, и примерно ты понимаешь, что движение идет независимо от того, чьи это и какие это военные паблики. Движение идет на Славянск упорно. Украинские военные рассказывают, что Константиновка становится братской могилой. И такое ощущение, что вот этими ударами по тылам, там дефицит бензина в России, дефицит бензина ну, давайте так, прифронтовых областях, ну, в общем-то, да, вот в этом направлении. Кажется, что на фронт особо не влияет. Почему? Нет, но это, знаете, не смотрите вверх. Вот, переключаю внимание, конструирую такую параллельную реальность. Потому что реальность на фронте, она не дает поводов для оптимизма. Ну, не только славянско-краматорская агломерация, где противник занял господствующие высоты, но с учетом того, что сейчас война 4:0, и понятно, какое значение имеет прямой радиогоризонт, тот, кто сидит выше, у того и все возможности, как и в артиллерийской войне, доставать того, кто находится в низине. Славянск-Краматорск – низень. Рая-Александровка, которая наполовину захвачена, это как раз высоты. Там, правда, еще Ореховатка, но ситуация совсем не радужная. Тем более, что уже кабами равняют с землей Николаевку, это пригород Славянска. Так что у нас любят о том, что вот очередной дедлайн там, Путина не выполнен. Но если мы потеряем в славянско-краматорскую агломерацию не 31, не до 31 декабря, а в январе или феврале, от этого не легче. Но, собственно, понятно, как дальше будут развиваться события. Перерезание логистики, утрата боеспособности подразделений ЗСУ, которые находятся в агломерации. И дальше частично вот, там, будут с кабами сносить потенциальные узлы сопротивления. И дальше будут, как в Константиновку, проникать штурмовыми группами. Ну, а уже если противник там закрепился, ну, помним по опыту Бахмута, выкурить его оттуда нереально. Вот. И это будет стоить большой крови с очень высоким уровнем потерь. Поэтому, но не только это, а Харьковская область. Тут вот такие нехорошие сигнальчики. И то, что происходит с Запорожьем, это, ну, так или иначе, но это областной центр под угрозой, равно как и Сума. Неважно, что там, понятно, у Путина немного приукрасили, что в 10 километрах. Там немножко дальше, но там большой лесной массив. Откуда выкурить тоже нереальная задача. Но, по сути, два областных центра превращаются во фронтовые города со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, когда прилетают уже там не просто там герани, а прилетают FPV-дроны, вот как в Харькове по заправке. Ну, Ну да, в самом понятно. центре, в Киевском районе сегодня прилетела по заправке. Значит, тут очень интересно, с пылу с жару буквально, да, идут новости. Ну, во-первых, Зеленский заявил, сделал так это решительно, как всегда, что Украина достигла способности производить такой объем технологичного оружия, который в долгосрочной перспективе сможет превзойти российские возможности, Андрей Владимирович. Вот так вот. Ну, пока, И смотрите, пока отдельно встречается с Ляшко. Причем меня очень заинтересовала подпись вот этой встречи с Ляшко, фотография, общаются, Зеленский улыбается хитро в его сторону, и подпись «Откровенный разговор с Олегом Ляшко, командиром 432-го отдельного полка». Единство имеет значение и не должно быть поводов для раскола общества. А? Мгм. Да, особенно вспоминая прошлое господина Ляшко. То есть мы то, или как пел в свое время Винщиков, долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Идет в канале воспоминаний «Не пожелать врагу». Я помню, ну, есть такие воспоминания о том, как юный Олег Ляшко рассказывал, каким местом он прокладывал себе дорогу в большую политику. Вот. Было. То есть, причем даже и посидел на большую политическую дорожку некоторое время.
Вот. Но пиар наше все, Что что это за раскол смотри, такой? Ну вот, о котором все говорят, но все его опровергают. смотрите, ведь понятно другое, потому что оппозиция вычищена потенциально. Оппозиция – это люди, которые имеют альтернативную точку зрения в отношении военной, гуманитарной, экономической политики. Эта оппозиция зачищена. Вот. А есть, по сути, конкуренты в борьбе за власть. Но понятно, что надо же рисовать угрозу, надо рисовать любая компания, она требует не только того, за что мы, но и против кого мы выступаем. Естественно, надо клеить ярлык о том, что эти люди, дескать, раскалывают общество. Ну, под раздачу пойдут эти адепты шоколадного короля 100%. Я думаю, перепадет и Юлии Владимировне. Ну и понятно, что если с Залужным не договорятся, и его жалеть не будут. Тут Всех собак в том, что они раскалывают общество и так далее. Там, знаете, вот даже там, где нет никакого раскола, вот, ведь по сути, если мы возьмем того же Залужного, в чем, какой установке его позиция отличается от позиции Зеленского, по ключевой позиции. Та же армия мова мира. У Порошенко та же армия мова мира. То есть, это, по сути, идеологические побратимы. Но они не оппоненты Зеленскому. Это, по сути, конкуренты в борьбе за власть. Тут сегодня другой политик на слуху. Тищенко судили. А после суда его встретил там один ветеран. Короче, помидорами бросал. Давайте фрагмент посмотрим. Так ладно, сэр. Ну, попадаешь. Знаешь, чем закончится? Давай, на. Давай. Заходи. Заходи. Пошли со мной, золото. Да? Давай. Давай. Давай себя пору. Лошара! Ну, в общем, как бы на фразе лошара все это и закончилось. Хотя он там хотел что-то, в общем, стоечки там, давай, подходи. Слушайте, вообще, конечно, цирк лютый. Ну, то есть... Шоу-биз политика, что вы хотите? Вот, какие политики, такая политика. Ну, по сути, смотрите, это его как бы догоняет Фемида за ситуацию в Днепре, когда даже его кум Ермак его не спас, да, и, в общем-то, все доказательства НАБУ сейчас привели химпромовцы, ну, те, которых в международных розысках, те, которые вот это... То есть это же просто на голову не напялишь. А в конце вот такой еще перформанс устроили, он там... Ну, ему дали залог 10 миллионов. Ну, посмотрим. В общем, я думаю, вряд ли он сядет в тюрьму с таким залогом. Но сам факт. Ну, как это? Коля Котлета или Коля Оболонский, как его там, какой у него там позывной. Но ясно другое, потому что полез не туда, куда надо. Полез медом неправильным чего. Но ладно бы он боролся действительно с таким явлением, как колл-центры. Ведь у нас универсальная формула оправдания, мы лохматим граждан краины-агрессора и так далее, эти деньги идут там на ЗСУ. Ну, это в пользу бедных. То есть, сегодня вы их лохматите, завтра будете европейцев, послезавтра украинцев. Криминал фиолетово, то есть из чего кармана вытащены деньги. А это, ну, это примерно как братва периодически в 90-е годы носила деньги в церковь, рассчитывая о том, что получат индульгенцию, за них отмолят грехи. Но суть от этого, то, что это криминал, чистой воды криминал, от этого не меняется. То есть, есть большая разница в плане того, что это все предельно цинично и аморально. И кроме того, это вот подобного рода спонсоры правоохранительных структур, поскольку мзду же имеют и СБУ, и ДБР, и прокуратура, это разлагает правоохранительную систему. Но никто об этом предпочитает не говорить. Но
Коля пострадал за то, что полез в ту сферу, где ему, как говорится, куда ему совать нос было не положено. Ну, он думал, у него крыша серьезная, понимаете? Ну, он, видимо, переоценил возможности. То есть, занесло пару. Ну, что тут поделать? В всяком случае, пока в этой истории точку ставить рано, ну точно сума и тюрьма Коле Оболонскому не грозят. А вот такие перформансы, они периодически будут появляться. Это, по мере приближения ну, перспективы выборов. То есть, по сути, процесс пошел. Уже там и Терехова начали раскручивать. Правда, там такие какие-то ребята, технологи, ну, люди молодые, видимо, еще такие шаблоны косорукие. Знаете, вот вспоминается фраза бессмертного классика Геннадия Адольфовича Кернеса о том, что у тебя лицо скучное, тебе денег не дадут. Вот у Терехова лицо скучное. Но явно это уже идет, по сути, такая прогрев почвы под новым предвыборным политическим проектом. Причем ведь готовятся к выборам не только участники президентской кампании, но и пошла раскрутка проектов на кампанию парламентскую, на выборы в Раду. Хотя, ну, Зеленский не договорил из того темника, который пошел по сетке ломов Банковой. Сначала мир, потом выбор. Вот там такое резюме было. Ну, какой мир? Тут же тоже возникают вопросы. Сегодня сообщили, что немецкая полиция провела обыски в квартире автомобиля украинки, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако. Значит, изъяли доказательства, которые уже передали правоохранительным органам в Монако. Сообщается, что, в общем-то, 39-летняя Анастасия Березовская, она родом из Луганской области, с марта 22 года живет в Германии как беженка, то есть конкретно ее ищет Интерпол, всем странам выдан запрос на ее арест. То есть это мы сейчас танцуем вокруг исполнителя, ну вот эти новости имеется в виду. Там еще не да. Так, а Тут кто тоже... заказчик? Потому что, ну... Давайте. Ведь версия-то была какая? Там и Царев считал, что якобы за то, что Ермолаев начал финансировать Залужного, там первому Севастопольскому такой Олег выдал. Другие говорят, что из-за колл-центров, хотя после того, как Ермолаев-старший оставил 8 миллионов евро в Таллине, залога за Артура Ермолаева, история с колл-центрами для него чемодан без ручки, ну и поэтому я не думаю, что колл-центр. А все-таки обросший гигантским объемом собственности, промышленных активов господин Ермолаев – это тот кабанчик, которого в любой момент могут пустить на сало. И здесь другой момент. Правда, вот относительно личности вот этой госпожи Березовской, тут уже и Шари, и Владимир Бондаренко обменялись любезностями, кто тут, кто там мамкина Синтер и так далее. Но есть уже такая информация, что брат этой Березовской работал айтишником у Артура Ермолаева. Видимо, вот как раз в системе колл-центров. И как знать, но ведь Ермолаев 13 лет уже не живет с Анной Иннокентьевной Ермолаевой. Вот. А его спутница по жизни, Аня Насобина, это моя бывшая студентка, в свое время преподавала у ее брата. Он лет на 10 ее старше, она 79-го года. Вот. Это есть такая прокурорская династия. Отец был заместителем прокурора области, причем такой олдскульный еще. Ну, не нынешние модные прокуроры, еще старой закалки. Причем, несмотря на то, что по провинциальным меркам такая-то семья была мажорная, то есть пальцы веером не ставят. Ну, нормальные ребята, в всяком случае. Учились хорошо, добросовестно. И что брат, что Аня, ну, вполне там такие толковые. Ну, потом заполучили, мало связи, видимо, были, заполучили нотариальную лицензию. И вот в нотариальной конторе в Днепропетровске на жилмассиве Солнечном Владимир Ермолаев познакомился с Аней Насобиной. Ну и с тех пор она стала спутницей по жизни и партнером по бизнесу.
там лондонский клуб «Эклектик» под нее. Ну, вот, это ж всегда чревато Санта-Барбарой или таким триллером. Слишком большое наследство. И, как знать, тут могут, скорее всего, правоохранители будут копать в семье. Мы не знаем, какие отношения. То, что Артур Ермолаев парень авантюрный, это всем хорошо известно. Вот, по сути, он вел вот это направление колл-центра, но как-никак, я не знаю, с какими условиями, что Вадим Ермолаев говорил Артуру, когда он его вывез из Эстонии. Перед этим он был депортирован из Кипра по экстрадиционному запросу. Поэтому посмотрим. Но хочу подчеркнуть, Вадим Ермолаев, его почему-то называют олигархом. Олигарх – это ведь человек, у которого в руках сосредоточена политическая, информационная власть. А Ермолаев – это просто богатый человек. Но да, у него входы и выходы, конечно, в госструктуры, как-никак. Его компании, это его, точнее, записанные на его дочь, от первого брака участвуют в строительстве мемориального кладбища в Мархалевке. Ну, благо есть гранитные карьеры. Несмотря на то, что он под санкциями. Вот. Но опыт участия в избирательных кампаниях, заходы в политику пока у него были негативные. Ну, из джентльменского набора олигархов у него нет ни футбольного клуба, ни телеканала, ни политической партии. Ну, пытался слепить такой проект, взять власть в отдельно взятом Днепропетровске, наш дом Днепропетровск. Там помогал, и в этом ему помогал Вадим Амельченко, нынешний посол Украины во Франции. Ну, как-то максимум на что там спромоглись, потратив так 20 миллионов денег инвесторов, это отправить в Верховную Раду там, дальнего родственника. Циркин был еще при регионалах, получил мандат народного депутата. Ну, сходил в Верховную Раду, как сходил, так и как зашел, так и ушел. То есть без всякого следа. Поэтому тут все-таки, скорее всего, покушались, я думаю, из-за денег. Вот версия, там, дескать, Ермолаев мог выступить в Европарламенте с разоблачением украинской коррупции. Ну, это натягивается на голову. Во-первых, Ермолаев, ну, мягко говоря, очень осторожный человек. То есть, ну, он даже в лихие 90-е он никогда лично в разборках не участвовал. Для этого у него были другие люди. Вот. При этом крутил достаточно такие, ну, легендой бизнеса, днепровского бизнеса 90-х был пароходик, который таскал из Болгарии моющие средства, паленый коньяк Хеннесси. Вот. Ну, а потом уже, как говорится, на этом поднималось уже все остальное. Алеф Виналь, девелоперский бизнес. Но Ермолаев, он никогда то есть, не лез на рожон. Он очень осторожничает. Нет, ну, способ, конечно, ужас. Ну, явно, это, понимаешь... Подорвать, ну, то есть... Когда взрывают, ну, когда хотят напугать, ну, могут стрелять из спутницы. Ну, когда взрывают, ну, взрывчатка она же не разбирает, кто попадет под раздачу. Ну, пострадала Аня, но и Ермолаев мог. Значит, все-таки целью был он. Видимо, да. И Значит... точно не пугали. И точно, я думаю, все-таки вот политическая версия, что он кого-то мог разоблачать, это туфта. Значит, у нас есть очень интересное заявление Туска, который считается другом Украины. Там, в общем, собирается саммит на днях вот в Анкаре, где будут обсуждать вопрос выделения 70 миллиардов Украине на войну против России на этот год, и еще 70 на следующий от стран НАТО, типа должны все страны поскидываться, и вот смотрите, как потужно поддержать Зеленского и народ Украины, который борется и защищает всю Европу. Туск выходит и говорит, что, значит, надо осторожность проявлять в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке. Не потому, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка, мы будем последовательно выступать за продолжение поддержки Украины в ее войне с Россией, но Польша несет нагрузку
по защите нашей границы, которая является также границей Европы против угроз с востока. Об этих угрозах с востока сегодня писала The Telegraph и Аннет Польская, о том, что прям готовы бить, дроны посылать, провокации вооруженные, россияне по Польше. Нас явно к чему-то готовят. Но и отношения-то Украина и Польша вообще не фонтан в последнее время. Тут даже вышел Потураев и говорит, что поляки немножко заблудились. Всегда, когда они отворачивались от украинцев, Польши не ставало в истории. Плохо учат, говорит, историю. Ну и МИГи, конечно, да, которые должны были поменять на дроновые технологии и сказали, все, режем к чертовой бабушке, не дожидаясь никаких перитонитов. Ну, там же не только МИГи, а Польша вспомнили о том, что что на 500 миллиарда передали оружие Украине, вот компенсируйте нам. Ну, а МИГи, понятно, что это МИГи, которые, ну, в лучшем случае они пошли бы на запчасти, на технический каннибализм для ремонта украинских МИГов, но принципиально с украинской стороны рассказывают о том, что это дроновые технологии могли попасть третьим странам и так далее. Там то, что как часто меняются частоты, и на этом Украина могла бы потерять миллиарды. Но пока я просто вижу, что наиболее эффективное оружие, которое появилось у Украины, это вот этот Hornet, как его россияне называют, марсианин, детище компании Эрика Шмидта, Светбим, ну, действительно, говорят, что это, по мнению российских экспертов, это наиболее опасное оружие. Но это не made in Ukraine. Как бы там ни было, но там технологии американских технокомпаний, тот же Starlink, это детище Илона Маска, но не украинских инженеров и технологов. Поэтому, может быть, банально вот этими разговорами о дроновых технологиях прикрывают то, что случилась вот эта размолвка. Но в любом случае для воюющей страны это попахивает безумием. И кто бы что там не пугал бы там очередным разделом Польши. Но сначала, прежде всего, надо иметь в виду, что прежде чем дойдет до раздела Польши, под раздачу идет Украина. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что касается Польши, ну, стран Балтии было то есть применение, что максимум это какие-то гибридные варианты. Тем более, что Герасимов, ну, которого, по-моему, там Педозру там вменили, но он, это, кстати, комплимент ему Залужный в свое время раздавал, он еще теоретик гибридной войны. Поэтому, судя по всему, вторжение российских танковых клиньев в Польшу не грозит, а что-то, возможно, там вот какие-то гибридные варианты. Но тут, на мой взгляд, мне кажется, больше риски не у поляков, а у стран Балтии. Ну, как бы там ни было, но Польша под ружьем более 200 тысяч, и в техническом плане вот, войско польское сегодня, ну, очень неплохо оснащено. Серьезно занимаются боевой подготовкой. Правда, за вычетом того, что после операции в Ираке эта армия не нюхавшая пороха. Это, да, это серьезная проблема. Потому что она готовилась к прошедшей войне. Но мне кажется, что никакой угрозы в данный момент для территориальной целостности Польши не существует. Ну, почему? Будут мужиков отправлять украинских. Причем сами будут это делать с удовольствием. Сейчас вот посол Украины в Германии говорит о том, что ищем с немцами, как, так сказать... Ну, вы же не берите за чистую монету то, что говорят украинские чиновники. У немцев они бюрократически закручивают гайки. Ну, там в том плане, чтобы не сидели на шее не получали бюргербельт, там другой вариант пособия, ну, чтобы шли работать, платили налоги, социальные взносы и так далее, но никто депортировать не собирается. В Польше другая ситуация. Там вот наши сограждане, которые
там уже еще поселились до войны, говорят о том, что есть такая установка, как у полиции, так и у судей, о нулевой толерантности по отношению к правонарушениям со стороны украинцев. И даже вот такие вот эксцессы, как с этим злополучным Сомом, который альтернативно одаренный наш украинец выловил в озере Балатон под Варшавой, сразу депортация. Сразу депортация. Вот таких, да, поймали под шофе за рулем, депортация. Там устроил ДТП, депортация. Вот. И вот таким вот образом. Но просто тебя там поймали на улице, затолкали в бусик и повезли, сдали украинским пограничникам, этого не будет. Ну, это такой это украинский вариант. Причем вы смотрите, как никто ничего не делает и не чешется в этом направлении. Бусификации меньше не стало. Ситуация же катастрофическая сейчас развивается вокруг очень такого незаурядного, как это принято говорить, кейса, когда директорка детского сада, да? Детского садика, которого попросили написать заявление об увольнении. В родном городе Зеленского. Ее не просто, значит, увольняйся, говорит, 40% тебе надбавки снимем. За что? За то, что она взяла ребенка и пошла к ТЦК, где этот отец-одиночка, в общем-то, его спеленали туда и отправили. Понимаете? Ну, все просто в шоке от того, как реагирует система. Причем, казалось бы, ладно. Александр, дело в том, что вот эти городские сумасшедшие, которые у нас бегают с криками там, о декоммунизации, вот они же не понимают главного, потому что декоммунизировать в таком случае надо общественные отношения. А это как раз, вот понятно, что в Советском Союзе было много чего хорошего, но и хватало плохого. Вот это как раз из того, что досталось нам в наследство. Вот это административное лизоблюдство, то есть взять, как говорится, пустить дурака в церковь Богу молиться, он и лоб себе расшибет. Вот Кривой Рог – это наглядный пример. То есть предельно в этом плане консервативный город. Я помню, еще в 90-е годы было такое ощущение, что, ну, и все-таки Днепр, он как-то в 90-е начал меняться, а Кривой Рог – это back in USSR. Чисто вот 96-й год, вот тогда он меня поражал. Но, видимо, время застыло в этом промышленном центре, родном городе нашего президента. Тем более, подобное рода свинство, за что? Что она придала этот вопиющий прецедент огласке? К сожалению, скажу другое. Поскольку на столе у Путина не так уже много карт, в данном случае как бы форсировать события. Стоит ли ему форсировать? Но, так, судя а по всему, какие-то карты? Подождите. Мобилизация частичная или полная. Я думаю, что будет, скорее всего, частичная. А это, в свою очередь, возможно, после выборов в Госдуму из возможных вариантов на столе. И аналогичные варианты на столе и в украинском штабе. Снижение мобилизационного возраста там, до, не знаю, 18-20 лет. И, судя по всему, будут массово резать бронь. И, соответственно, поскольку других людоловов у нас для вас нет, то все это будет приобретать абсолютно варварские криминальные формы. Ну, знаете, как... Тут как бы не пришлось так действовать, что Украине придется, не дожидаясь мобилизации в России, приводить вот эти все нормы в исполнение. И по поводу женщин, и по поводу 18-летних. Но вот вы видели, как сегодня порезали бронь, сообщил Кабмин. Минкульт, зарплаты. То есть, все четко понимают, к чему все идет. К тому, что не будет у тебя никакой брони. Даже тем специальностям, профессиям, мужчинам, которые работали. Педагоги, врачи, там, работники коммунальных предприятий. Родина мать зовет. Все. И я думаю, снижение мобилизационного возраста. Другое дело то, что ТЦК может стать детонатором социального взрыва. Возможно, сначала локальный бунт, а то, как они работают, это, ладно, полбеды, то, что они контент-мейкеры для российской
пропаганды. Это ж тут, понятно, Никита Русланович будет рассказывать про искусственный интеллект, про то, что это Мосфильм, но это мы видим каждый день на улице. И если в Киеве все более-менее, ну, относительно, подчеркиваю, то в той же Одессе, Харькове, в Днепре, в Запорожье все это происходит в абсолютно, ну, в родном городе президента Кривом Рогу. Это все происходит в абсолютно варварских и беспредельных формах. Да, И друзья, это подведем наши про выборы вопрос, да, как вы считаете, нужна ли пауза в войне ради выборов? Такие варианты ответов мы получили. 9% считают, что любая пауза уже хорошо. 18% да, надо менять Зеленского. И тогда много вопросов как-то отпадет, да, как-то пересмотрится и вообще перемелется, и будет новая мука, и по условиям, и все станут сговорчивы, и все будет хорошо. Потому что, ну, я как бы согласен с теми людьми, которые проголосовали, да, вот 18%, потому что, ну, любой другой, это уже будет абсолютно новая история. Абсолютно новая история. Значит, 30%, что нет, потому что если такие будут выборы проведены в паузе, ну и так и скажут, ну там 2 недельки, все, агитируйте, выбирайте там, президента в Украине, и это будет без выбора, это все проголосуют за Зеленского, и это в принципе его устраивает, ну и 42% считают, что Россия на это не пойдет, потому что кинут. Ну, в очередной раз паузу используют для перегруппировки, ну и все, и как бы выборы пройдут, и будет кидок, да, а может еще и даже и раньше. И потом скажут, вот Россия сорвала выборы, хотя договаривалась, там мы любим, да, вот такие моменты наблюдать, когда вот такие перевороты. Что скажете по голосованию? Считают, что Россия на это не пойдет из-за угрозы, что кинут. вполне прогнозируемо, тем более, что это такой устоявшаяся позиция. Я думаю, что Украина любое время использует для укрепления, усиления своих позиций, чтобы выиграть время, вот как это было с Минском-2. И тут надо отдать должное той стране, она действует предельно последовательно. То есть, естественно, это становится такой разделяемой обществом точкой зрения, о том, что да, ну, не будем забывать о том, что и у другой стороны это, опять же, возможность выиграть время, и где-то усилить, где-то подтянуть, но я думаю, вот эта позиция, то, что Россия на это не пойдет, она вполне закономерно является доминирующей. Так, ну что, давайте некоторые вопросы, которые прозвучат, получим ответы. Сообщество YouTube, пожалуйста. Лина Востроилова, вопрос. В чем измеряется окончание конфликта? Временем или количеством украинцев? Ну, как правило, за стол переговоров садятся по трем, ну, когда по причине истощения ресурсов. А этих ресурсов, по большому счету, все сводится к трем. Деньги, оружие, солдаты. Вот с солдатами у Украины проблема. И по большому счету, это писал журналист Владимир Бойко, который, как бы там ни было, но до того момента, пока он не списался по возрасту, он реально служил. В окопах с автоматом сидит в лучшем случае 150-200 тысяч. И да, действительно, людей критически не хватает. Достаточно вспомнить эпопею с Покровском, когда в подготовленной линии обороны противник заходил, потому что там буквально не было полевого наполнения, то есть личного состава. И для Украины, да, это проблема. Причем те формы мобилизации, которые мы видим, они не решат проблему. Учитывая то, что у нас сбежало так, несколько сот тысяч человек, это, наверное, половина численности ЗСУ, плюс бегает в СЗЧ еще где-то с 500 000, цифра засекречена, поэтому это так, примерно. Последние цифры, которые называли до того, как это не стало государственной тайной, 300 тысяч. Я думаю, сейчас гораздо больше. Ну и плюс не будем списывать со счета то, что каждый день гибнут военные, когда очень много, когда просто много. Вот поэтому... А пополнение, ну, качество по истории с этой 225-м отдельным штурмовым полком Скеля, ну, по-моему, все понятно. Когда люди приходят с хроническими заболеваниями, с алкогольной зависимостью, ну,
они скорее превращаются в обузу на фронте. На них расходуются ресурсы, и толку от них, как от бойцов, ноль. Поэтому что за стол переговоров садятся, когда у какой-то из сторон заканчиваются ресурсы. Но если с деньгами и оружием все более-менее благополучно, то с солдатами, очевидно, как говорится, острота проблемы нарастает. Петр, вопрос, Андрей Владимирович. Как звучат реляции Банкова и ее западных кураторов о перемоге Украины над Россией на фоне Зеленского на руинах Киева? Такой хороший вопрос, как политтехнологу для вас, от Петра. Это ж, тем более, что пока это же рассказывают, потому что раз противник так бьет, то это якобы признак того, что он проигрывает. Но это же супруга экс-министра иностранных дел Кулебы договорилась за того, что если Путин применит ядерное оружие, значит он проиграл. Иногда лучше торговать фомоимитаторами, резиновыми женщинами, чем умничать про что является признаком ослабления противника. А то, что помните историю с куском автобуса у Порошенко, то есть ход довольно стандартный. И на фоне того, что конструируется параллельная реальность о неком переломе в войне, вот видите, этот же перелом надо закрепить, а ну-ка позолотите ручку. Поэтому вот этот постправда относительно перелома в войне, она преследует вполне определенную меркантильную цель. Будут деньги, значит, это новые заказы, распил, откат, занос. Если вы не в Киеве, вы не сумеете оценить количество автомобилей премиум марок на улицах украинской столицы. Кому война, кому мать родная, к сожалению. Угу. Алена задает вопрос. Осенью в Госдуму придут военные. Их будет прям много. Как вы это оцениваете? Это, помните, и в Верховную Раду в 2014 году зашло немало военных, немало добробатовцев, волонтеров. И что? Как люди дисциплинированные будут ходить в строй. Тем более, что если они политические люди неискушенные, я не думаю, что увидим какую-то фронту военных, или они превратятся, оформятся в какую-то отдельную группу. Как это было и с Верховной Радой в 2014 году, каждая политическая сила, которая инкорпорирует в свои ряды военных, она их благополучно переварит. Вот такой был. А с партией военных, тем не менее, и ни в Украине, ни в России военные не оформились в касту. Отдельные признаки есть в России, но это не, в этом плане Россия не Турция, где турецкая армия обеспечивала соблюдение канонов кемализма на протяжении нескольких десятилетий. И политиков, которые пытались шаг вправо, шаг влево, она благополучно устраняла. Целая череда государственных переворотов, иногда даже премьеров по итогу этих переворотов и вешали, но тем не менее армия, она была субъектом политики. И только с Эрдоганом, Эрдоган после этого неудавшегося мятежа с этим покончил. Переходим в чат трансляции. Вот такой вопрос. Про какую мобилизацию в России говорит Золотарев? Полный бред. Даже военные штатов ясно говорят, у Путина армии хватит даже на войну с Европой. Они имеют данные. Украинцы, вы врете сами себе. Ложь на ложь. Почему? А какие аргументы? Какие американские военные? Давайте будем говорить так, что военных надо менять, в конце концов. И военные благополучно за несколько месяцев не выгорают. То есть, если вы имеете в виду терминаторы только в художественных фильмах. Я не думаю, что пойдет на массовую мобилизацию. Мобилизационные ресурсы в России 20 миллионов. Это, во-первых, это и с финансовой точки зрения, и возможности учебных центров. Они тоже не резиновые, там порядка 100-150 тысяч человек можно одновременно прогонять. Поэтому будет качественный отбор, частичная мобилизация тех людей, которые, скажем так, подходят под определенные критерии.
И если говорить там относительно Европы, но какая на сегодняшний день численность российской армии? 1 300 000, из которых половина в Украине. Но армия же это не только первая линия. В армии есть активные штыки, вот, и едоки. Это связисты, повара, коптерщики, механики, слесари. Поэтому, знаете, давайте рассуждайте о том, в чем вы разбираетесь, а не о том, что вы сразу клеите ярлыки, ну, знаете, иногда вот когда сталкиваешься с некоторыми с украинской стороны, любителями вот таких шаблонов и ярлыков, трудно расстоить. Какие аргументы? Какие американские эксперты? Ну, вы серьезно? Значит, вопрос. Андрей Владимирович, как вы думаете, Борис спрашивает, сколько украинцев считают, что батька наш Зеленский, а Елена маты? Ну, я вам скажу из своего опыта. Даже, в принципе, непопулярный к концу своей каденции Ющенко, то, что он не набрал и 7%, но это проблема его команды, потому что раздеребанили бюджет, деньги там были, но ребята, как говорится, окунули в пальцы в мед по самые локти. Вот. 10-12% в Украине всегда есть властолюбивого электората. То есть, какая бы там ни была власть, но они голосуют вместе с властью. Вот это реальный электоральный ресурс Зеленского. Если добавить еще часть молодежи, ну, которую еще надо суметь привести на выборы, ну, порядка 20-23% это сегодня электоральный ресурс Зеленского. Те, для которых, как говорится, Владимир Александрович батько. Вот. Но там другая проблема, поскольку президентские выборы, как правило, двутуровые в Украине, а во втором туре голосуют не за того, кто лучше, а за меньшее зло. То есть тут важен такой антирейтинг. А у Зеленского с антирейтингом, похоже, ситуация катастрофическая. Когда антирейтинг ушел за 40%, тут можешь получить приличный результат в первом туре, но во втором туре тебя доводят. Поэтому надо ориентироваться не на рейтинг Зеленского, а на процент тех, для которых он категорически неприемлем. И вот как это было с Порошенко. Голосовали-то не за Зеленского, а он по своей наивности подумал, что 73% за него, 73% были против Порошенко. Вот это вот реальность. Вопрос, почему русские не будоражат Британию, ведь Северная Ирландия хочет освободиться от оккупации англичан, Шотландия тоже хочет уйти, почему Россия не поддерживает ИРА и другие силы в Британии? Ну, когда-то Советский Союз опосредованно через Ливию и помогал из Ирландской республиканской армии. Вот, тем более республиканцы прекрасно, ну, в ливийских тренировочных лагерях прекрасно научились владеть автоматом Калашникова. И даже если вы вспомните фильм с Брэдом Питтом, где он как раз играет роль боевика республиканской армии, вот, который отправляется в Соединенные Штаты за оружием, где, с каким стволом он выходит на противостояние, расстреливает британских солдат. Это АК-47. Вот. Но после распада Советского Союза все это пошло прахом. А восстановить подобного рода влияние и возможности, скажем, создавать реализовывать такую стратегию непрямых действий, на это уходят годы. Ну и нужны, скажем, люди при памяти владеющие. Ну, с этим в России довольно неблагополучно. Тем более, что корона договорилась с, ну, как бы там ни было, сегодня в Белфасте не взрываются бомбы, не гремят автоматные очереди, и пока вот это, скажем, вот это мирное соглашение по Ольстеру, оно соблюдается. А что будет завтра, ну, увидим. Тут, может быть, подумать о шотландцах, о шотландском сепаратизме.
к которому время от времени шотландцы обращаются. Тем более, что похожий момент наступил, учитывая то, что шотландцы как раз недовольны Брекситом. А грядущие 29 года выборы они могут принести сенсационные результаты и поставить, по сути, точку на существовании двухпартийной системы, когда власть переходила от консерваторов к лейбористам, от лейбористов к консерваторам. Судя по всему, пока на первой позиции, вот, по последним опросам в Британии, партия реформа Найджела Фарджа, ну, это британский изгой трампистов, вышла на первое место. Так, не кажется ли Золотареву, Сергей пишет, что пока он годами рассказывает про диктатуру в России, фактически реальная диктатура выстроилась уже в Украине. Зеленский уже заменяет избирком, лично определяет, когда выборы и так далее и тому подобное. Ну, я про диктатуру в России годами не рассуждаю. То, что в России персоналистский режим, с этим никто спорить не будет. А в персоналистском режиме, если ты не лезешь, не заплываешь за буйки в политике, ну, тебя никто не... Занимайся бизнесом, там, погружайся в эзотерику, увлекайся восточными религиями, это, как говорится, никто. Вот тоталитаризм, там все должно быть и в гуманитарной сфере, там все должно быть параллельно. Ну, я не говорю о том, что в России, никогда не говорю о том, что в России тоталитаризм. А то, что в Украине, я всегда говорю, то, что последние 2 года говорю, то, что фактически мы получили в Украине такую демократуру, демократический антураж и вполне такой, скажем, при диктаторских рычагах управления. Вот это, по-моему, вы меня не упрекнете в том, что я там прославлял, рассказывал о том, что Украина наибільш вільна країна и так далее и тому подобное. Вопрос, почему вы так враждебно настроены против украинцев, задает пользователь. Я не против украинцев, я против профессионалов. Ну, слушайте, да, это достримились. Да. Есть, знаете, везде есть профессиональные русские, есть профессиональные евреи, есть профессиональные украинцы. То есть те люди, которые учат других жить, учат, какие книги читать, на каком языке разговаривать и так далее. Но в этом плане, как говорится, их активность мне категорически претит и вызывает, мягко говоря, отторжение. Вопрос... Особенно, да, борьба с Булгаковым, с Пушкиным, вот, ну, это ж там они отметились. И так же, так. Вот, ну, как говорится, не с этими людьми не попасть. Значит, вопрос Андрею Золотареву от Юрия Клименко. Почему власти не нужен мир и в чем их интерес? Потому что мир это приведет к смене власти. Ну, а Зеленский отойти от власти не может, потому что уйти далеко не дадут. Слишком много вопросов. И слишком много желающих потом будет дотянуться до его. Поэтому, естественно, пусть, как говорится, все остается как есть, а о том, что будет завтра, мы подумаем завтра, как говорила героиня Унесённых ветром. Вот в этом и заключается нынешняя стратегия Владимира Александровича. Масло съели, день прошел, старшина домой ушел. Ну, как у советского дембеля. Евгений, а кого вы называете профессиональными русскими? Ну, есть же и те, кто там активно продвигал. Значит, ну, вы уже не застали такое общество «Память» до 80-е годы. И там вот как раз группировались. Ну, хватает тех, кто... Другое дело то, что материальная база у них послабее, там, ну, на прикорме другие персонажи. Все-таки они, ну, более, скажем так, я бы их назвал, более так, занимающие такие государственнические позиции. Благодаря Украине, благодаря всевозможным фондам, меценатам, ну и там, господдержке, ну, эти люди имеют возможность заработать себе на хлеб с маслом и корки сверху.
Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний стрим, за то, что побывали на нем. Сегодня будет еще один эфир у меня на канале, поэтому далеко не уходите. Андрей Владимирович, увидимся с вами в следующую пятницу. Спасибо за время и мысли. Всего доброго. Берегите себя, друзья, добра и света. Увидимся.